Здравствуйте, дорогие друзья! Рад всех приветствовать на канале Артура Пасека. Ну что, у меня выбежал рой. Сейчас я вам его покажу. Вот девочки пришвартовались, висят уже спокойные. Сейчас будем снимать потихоньку, помаленьку, не спеша, потому что погодка не очень. Как видите, вокруг тучки, там тучки и там тучки. Дожди поливают просто. Уже вымыли нас начисто. Чистюлями сделали. Так. Ну вот, как в такую погоду можно снимать рой? Если вы видите этот дождик, то хотел рассказать за то, что для того, чтобы снять рой, нужен веник и вода. Вот если вы снимаете рой в такую погоду, веник и вода отменяются. Воды достаточно. Ну что, дорогие друзья, вот есть вот такая вот штука, как оперой. Наши действия. Я сейчас смажу рамочку вощины. Вот я уже подготовил, здесь стоит столик. Лестничка это такая чисто для муляжу, можно сказать. Мажем вощинку. Дождь только что прошел. Просто. Ну, короче, у меня нет слов. Сейчас вам покажу, какой дождь. Так, чтобы вы понимали, костюм у меня весь, видно или не видно, не слегка мокрый. Вот. Можно выжимать воду. Так. Думаю, пчелки сейчас успокоились. Сейчас ставлю телефон на штативчик и будем смотреть, что у нас получится. Дорогие друзья, я, конечно, все понимаю, но в целях предосторожности я, наверное, перчаточки одену резиновые.
Так, друзья, снова начинается дождик. Сейчас большую часть я роя снял. Сейчас я их накрою. Так, видно меня, не видно. Сейчас накрою, приостановлю съемку и через какое-то время, сейчас я надеюсь, он опять его протянет куда-нибудь, продолжим. Сейчас снял камеру со штатива. Так, вот пчелки заходят здесь в роиловочку. Но какая-то часть еще находится на дереве. Была бы сейчас более солнечная погода, они бы, когда их веточкой шевелил, они бы все, наверное, сейчас осыпались и здесь бы кружили вокруг роиловки, но потом бы со временем зашли в нее. Но сегодня дождик, я думаю, наверное, остальных буду снимать уже жменями. Так что поехали. Так, и снова включение в ожидании проходящего дождика. Как видите, на мне тут много иностранцев. Особенно, вот они, что они меня жужжат. А я думаю, что-то за звук такой, как будто их, она там не одна, она там и правда не одна. Что-то они там хотят от меня получить. Надо их сейчас пересадить в роиловочку. Дождик висит. Вот облако. Видно его, не видно. Как видите, там он уже поразрывало тучи, а вот это облачко, вот оно как раз. Сейчас меняем. Ну, в общем, висит облачко, которое я никак не пережду. Так что пока катаю пчел на себе. Так, ну что, вроде как дождик прошел, второй заход. Там осталось доснять совсем немножко, там их висит 3-4 жменьки. Сейчас попробуем быренько это все сделать. Так, убираем тряпочку.
Ну что, поскольку большая часть уже пчел снята, я сейчас намазал хорошенько опероем самой роиловочку. Как видите, руки в оперо, и пчелы меня сопровождают, как личная охрана президента. Так, я их сейчас просто буду веточкой сгонять, и они потихоньку все пересядут в роиловку. Как видите, схема в принципе рабочая. Так, что с этого получится в окончании, я вам покажу чуть позже. Так, ну что, пчелки у нас залазят потихоньку в роиловочку. На дереве осталось их там совсем немножко. Вот. Они что-то так по всему стволу разбрелись. Видать, матка все-таки уже в роиловке, и они теперь ищут знакомые запахи. Ну а у нас за час опять третий раз уже накропает дождик. Сейчас мы роиловочку укутаем пока. И я вам выйду, покажу, как цветет фацелия. Да, не знаю, как пчеловодам тоже, как бы эта погодка не на руку, но огородникам так точно. Посмотрите, в каком состоянии огороды. Тут у бабушки помидорки цветут, растут. Морковь вообще все в бурьянах. В огород не влезть, просто жуть. Ну а вот, собственно, моя фацелия. Ее немножко, это прошлогодняя, которая высыпалась. Ну, думаю, в этом году буду собирать ее на семена. Ну, а там он уже издалека виднеется, как ковры прямо. Первый засев, второй. И вот уже и третий зазеленел весь. Вся полянка скоро подымется. Что ж, друзья, год хороший. И урожайный будет, 100%. Но, как видите, дожди поливают. Просто уже аж так хорошо, что аж плохо. Ну ничего, думаю, сейчас тучки разбредутся. И мы еще позанимаемся на пасеке немножко. Все, поехали. Поехали. Девки уселись у нас все. Все у нас Там снизу же борода. сложилось. Сейчас мы их будем перебазировать в улей. Так. А рамка с этой стороны нормально? Сейчас. А, ты. Мы их вот сюда так сдвинем. Бороду тут подвинем. Опа. О. Так. Юные леди, разрешите. Ай, не кусаемся. Спрыгни. Так. А ну, нажми на паузу. Так, сейчас попробуем высыпать рой, чтобы девчата перешли в рой пешком.
Говорю сразу, я этого раньше еще никогда не делал. Так что... С какой у нас стороны досточки нету? Если я что-то делаю неправильно, честно говоря, надо было посмотреть перед такой процедурой, как это все делается. Я думаю, у многих был бы сейчас инфаркт, кто боится пчел. Так, Пошло движение, да? ну вроде как что-то получается у нас. Здесь вот прикроем это лето. Да, идут. Хорошо идут. В ногу? В ногу. Нога в ногу. Да, закрывай. Я думаю, они уже потоком пошли. У них просто туда все пошло туда. Кто сам идет, кого тянут. Надо подкручиваться сейчас как-то. Не одевается крыша. Сейчас на свой сниму. Ну, вот так вот для начинающих видеоролик. Пчелки стояли в роиловке около часа, может даже чуть больше. И рой потихоньку заходит в улей. Оп-оп-оп. Организовано. Ай-яй-яй-яй-яй, организовано, как они меня кусают. Так, пасечник получил дозу. Прививку. Чтоб не роился. Но... Так, ну что, ребят, всем успешного сезона. А вот, ребята, смотрите тоже, ну не знаю, это чисто мое предположение, но я думаю, оно верное. В прошлый раз, это уже второй рой, которого я снимаю, выходил со злого улья, и когда рой пересаживался вот в ближний отводок, то большинство летной пчелы возвращалось, ну я так понимаю, по старому маршруту. А сейчас смотрите, что происходит. Вот заходит рой, вокруг еще куча летной пчелы, они еще не уселись, и большая часть летной пчелы, я так понимаю, возвращается в старый улей, в котором жили раньше. Добрый вечер. Ну что, конец очередного дня рабочего, пчеловодного рабочего дня. Товарищ завез свою ройловку. Вася, мой хороший друг. Подписывайтесь тоже на его канал. Канал «Бери и делай». У него так более строительный, но с недавних пор он тоже стал пчеловодом. Вот его вот его ройловочка. Установил на свою грушу. Там, где у меня уже в этом году зашел райок. Ну, надеюсь, успешно постоит и его ройловка. Так что, Василий, большой тебе привет. Ройловочку я твою поставил. Теперь будем ждать роя. Погодка сегодня, видите, небо ближе к вечеру. Облака все поуходили. Целый день лил дождь. Ну, в общем, работать было на пасеке трудновато, скажем так. Сейчас он пот как будто в бане.
парит так, что просто неимоверно. Что ж, всем успехов, мира и добра. На связи, Артура Пасека.